Ребята, всем привет! Меня зовут Роман, и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня я буду лепить новых персонажей из игры Brawl Stars. Некоторых героев из этой игры мы уже лепили, ссылочку на плейлист с ними я оставлю в описании под этим видео. Ребята, если вы хотите, чтобы я продолжил лепку персонажей из этой игры, то давайте наберем хотя бы 5000 лайков. Первым сегодня я слеплю Динамайка. Этот скин называется Майк Шеф или по-другому Майк Повар. Для каркаса фигурки, как обычно, буду использовать мягкую алюминиевую проволоку. Чтобы не затягивать видео, я сразу леплю все основные элементы и потом уже собираю их на каркасе. Штаны повара Динамайка я сделал из пластилина светло-серого цвета, а ботинки из черного. С задней стороны ног на сгибах делаю небольшие углубления. Далее доделаем китель повара и сделаем на нем 4 пуговки. Для своих фигурок Brawl Stars я делаю подставки из оранжевого пластилина. Устанавливаю на нее фигурку, чтобы было удобнее лепить далее. Руки повара я также прикреплю при помощи алюминиевой проволоки. Друзья, подписывайтесь на наш инстаграм, ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Из серого пластилина делаю манжеты на рукавах. Очень часто на лепку фигурок у меня очень много уходит пластилина белого цвета, поэтому я его покупаю отдельно. Теперь сделаем кисти рук. Для этого я использую пластилин телесного цвета. Для того, чтобы получить такой цвет, нужно к белому пластилину добавить совсем небольшое количество оранжевого. На нижней части поварской куртки Динамайка есть небольшое пятно зеленого цвета. Из красного пластилина слепим Динамайку бантик и также 2 перца, которые он будет держать в руках. За спиной Динамайк Повар носит большую кастрюлю с каким-то необычным зеленым супом. Получилось слепить у меня вот такую кастрюлю, в ней что-то торчит, то ли лук, то ли какая-то ложка зеленая. Ребята, если вы знаете, что это такое, то напишите в комментариях. Кастрюля достаточно большая, поэтому одной стороной она будет опираться на подставку. Теперь будем лепить Динамайку голову. Кстати, ребята, сразу хочу обратить ваше внимание, что когда вы лепите, то старайтесь соблюдать пропорции. Если посмотреть на фигурку Динамайка в игре, то его голова вместе с колпаком почти такого же размера по высоте, как и само туловище. Динамайк — это обычный боец, который открывается как награда в пути к славе по достижению 2000 трофеев. У него низкое количество здоровья, но обладает уникальным типом атаки, с помощью которого он бросает динамитные шашки, а в скине повара – перцы. Кстати, примерно таким же типом атаки обладает Барли. Далее будем лепить поварской колпак. Вот такая фигурка Динамайка повара у меня получилась.
Ребята, если вам она нравится, то ставьте лайк, поддержите наш канал. Далее будем лепить Бравлера Рику в скине Мажор. Фигурка Рика состоит из достаточно большого количества элементов. В принципе, видео по его лепке можно было сделать отдельно, но я решил сделать все-таки как обычно, несколько персонажей в одном видео. А для того, чтобы его не затягивать, слепил сразу все детали. Туловище Рика я решил сделать из вот такой пластиковой капсулы. Также его можно было сделать из пластиковой бутылки, вырезав из него прямоугольник и скрепив при помощи скотча. При помощи желтого пластилина выравниваю дно. Вот так получилось. Туловище Рика заполнено зелеными шариками, на которых нарисованы желтые звездочки. Рика — это супер редкий боец, которого можно выбить из любого ящика. Имеет низкий уровень здоровья и умеренный урон, но он уникален тем, что при атаке он использует пули, которые могут отскакивать от стен и продолжать полет. При правильном использовании эта способность может позволить Рика выбить вражеских бойцов, не подвергаясь самому обстрелу. Но чтобы получить его скин Мажор, нужно потратить, насколько помню, 150 кристаллов. Ноги Рика я буду крепить при помощи алюминиевой проволоки, поэтому сначала нужно сделать под них отверстия. Устанавливаем фигурку на подставку. Для того, чтобы подставка не прилипала к столу, снизу я прилеплю кружок из картона. Далее прикрепим руки, здесь уже протыкать пластик не нужно. В руке Рика будет держать вот такой пистолет. Капсулу для пулек я сделал вот таким вот образом, вырезав небольшой прямоугольник из пластиковой бутылки. Далее будем лепить голову. У робота Рика один глаз с вертикальным зрачком. На голове Рика носит корону. Центральную ее часть сделаю из пластилина темно-розового цвета. Для того, чтобы получить такой цвет, я к розовому пластилину добавил небольшое количество красного. Такой цвет я получил, добавив к розовому пластилину небольшое количество красного. Далее сделаем нашему Рика Мажору плащ или мантию.
Для этого расплющиваем пластилин и вырезаем из него прямоугольник. Скатываем валик белого цвета и делаем окантовку плаща. Итак, ребята, вот такой мажор Рика у меня получился. Но это еще не все. Далее я слеплю еще одну фигурку. Это будет новый бравлер Биби. Так же, как и для предыдущих фигурок, я сразу слеплю основные элементы. Для фигурки Биби из проволоки я сделал вот такой каркас. Сначала из черного пластилина слепим штаны. Ботинки у Биби тоже черного цвета, поэтому я разделять их не буду. Далее будем лепить туловище. Биби носит розовый топик и куртку фиолетового цвета. Из пластилина серого цвета сделаем молнии на куртке. На задней стороне куртки у Биби есть какой-то рисунок, но точно какой я не смог найти, так как бравлер новый и изображений с ним мало. Мне показалось, что этот рисунок чем-то напоминает череп. На рукаве есть небольшие разноцветные значки или нашивки. Туловище готово, осталось слепить только голову. Для лепки волос Биби я смешал черный пластилин с синим. Получился вот такой темно-синий, почти черный цвет. Из оружия у Биби вот такая вот металлическая бита. На ее конце на цепочке прицеплен шарик. Для того, чтобы бита не гнулась, внутрь я вставил кусочек алюминиевой проволоки. Итак, ребята,
это последняя фигурка на сегодня. Огромное вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, вступайте в нашу группу ВКонтакте и также подписывайтесь на Инстаграм. Далее, как обычно, будут приветики от нашего котика Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина, которые вы присылаете в нашу группу ВКонтакте. Привет от меня сегодня получают Владимир ТВ, Евгений Мартынов и Железный Человек. Ребята, передаю вам огромный привет. Ссылочку на плейлист с другими персонажами из игры Brawl Stars вы найдете в описании под этим видео. Ну а мы с вами прощаемся. Желаю вам отличного настроения. До скорой встречи.